Привет! Сегодня продолжение темы «Как выбрать тренера в фитнес-клубе», а именно, когда ваш тренер на химии, это хорошо или нет. Но сначала, и это уже будет традиционно, моя актуальная форма и программа питания, которая и является основным фактором того, что сейчас на экране. Все визуальные материалы, которые вы увидите в данном видео, сняты именно в этот период. Продолжаю находиться в дефиците калорий. Вес тела и дальше удерживается на отметке плюс-минус 71 кг. Мне 51 год, рост 167 сантиметров, процент жира очень низкий, в районе 7, а может и меньше, и уже 8 лет, как я не использую абсолютно никакой фармакологии. Такое качество тела у меня постоянно и уже очень давно. Смотрим программу питания. Дневная калорийность, как и в предыдущую неделю, 2500 килокалорий. Далее смотрим инфографику по граммам макронутриентов на килограмм веса моего тела. 4 грамма углеводов, 2,6 грамма белка, 0,97 грамма жира. На этой неделе немного уменьшил количество углеводов до 45% и увеличил жировую составляющую до 25%. Белок, как всегда, 30%. Кратко, что еще изменилось в питании. Основной источник энергии на прошлой неделе, макароны из муки высшего сорта, были заменены на ячную крупу. Она же и стала главным поставщиком медленных углеводов, заряжавших меня энергией целый день. Основным источником белка являлся яичный протеин Овостар, а наибольше всего жира получено из сметанного продукта 20% жирности. Все это было разделено на 2 приема пищи – утром и вечером. Вся энергетическая и пищевая ценность подсчитана согласно информации от конкретно указанных производителей. Воды выпивал до 6 литров в день. Соль и подсоленные продукты не употребляю. Кроме комплекса витаминов и минералов, которые я уже давно принимаю на постоянной основе, на этой неделе у меня был ежедневный прием витамина D в дозировке 25 тысяч международных единиц, одновременно с порошком цитрата кальция. Такую 6-дневную загрузку этим витамином осуществляю раз в 3 недели. Кстати, у меня есть оригинальное видео о дозировке этого фактически прогормона. В нем вы узнаете, благодаря чему транспортно-депонирующая форма витамина D становится активной, ведь именно ее использует организм для своих нужд. Уверен, что такую информацию вы мало где услышите. Еще немного о читмиле. Как же без него? В воскресенье перед этой программой питания у меня был даже не читмил, а подконтрольный чит-дэй на 3750 килокалорий. Никаких негативных изменений в телосложении, конечно же, не произошло. По тренировкам. Рабочие веса удерживаю. В частности, по плану были как приседания в тренажере Интератлетика. Добавленный вес составлял 100 килограмм. Приседал до самого низа. Справедливости ради надо сказать, что так тяжело со 100 килограммами в гаке мне еще не приседалось никогда. На следующий день я уже делал тягу сумо 160 кг, а через день классическую становую 170 кг. Креатин не употреблял. Еще по плану были подтягивания обратным узким хватом с дополнительным весом 45 кг, также успешно выполненные. А сейчас основная тема видео. Если ваш тренер на химии, это хорошо или плохо? И нужно ли выбирать тренера сторонника фармакологии? Поверьте, я могу об этом рассуждать, потому что уже очень давно в этой сфере и сам также когда-то химичил, но уже 8 лет принципиально отказался от какой-либо фармакологии. Отвечу так: если вы хотите использовать фармакологию, то вам обязательно нужен тренер, который сам химичит, потому что практик есть практик. Если же это не входит в ваши планы, то скорее всего вам нужен тренер, который не сидит на фармакологии, но не в том смысле, что он закончил стероидный курс и рано или поздно начнет новый, а подчеркиваю это, не химичит принципиально, потому что человек, который сам постоянно или периодически химичит, соответственно и относится к фармакологии более-менее лояльно. И если у вас появится хотя бы малейшее желание захимичить, то в подавляющем большинстве случаев тренер-химик не будет очень сильно отговаривать. Причем не только чтобы минимизировать для вас возможные риски, но и сугубо по коммерческим соображениям. Ход его мыслей будет примерно таким: если клиент хочет, то лучше со мной, чем он будет искать платные консультации где-нибудь в интернете, а то и вообще уйдет к другому тренеру-химику. Кроме того, это существенно поднимет важность его услуг как тренера, а возможно он и сам попытается тем или иным способом продавать вам запрещенные препараты, как правило изготовленные неизвестно кем и неизвестно в каком подвале, утверждая при этом, что они на 100% рабочие, потому что уже проверены на практике лично им. Так что это дополнительный способ заработать и удержать вас как клиента, еще и повод похвастаться вашим химическим результатом.
тренером, конечно же, если он будет. Поэтому существует очень большая вероятность того, что тренер-химик, возможно, совершенно случайно и даже не осознавая этого, будет подталкивать вас к употреблению запрещенной фармакологии, хотя бы такими фразами, действующими на подсознание, типа «это личный выбор каждого, нужно просто все делать грамотно, ничего страшного в этом нет, смотри, со мной все хорошо, никаких проблем как бы не возникает, я знаю, как это сделать безопасно, а то и специально говорить вам прямым текстом. Хочешь результат? Тогда без химии никак». Ну что ж, действительно, с таким тренером никак, другого пути он просто не знает, потому что сам избрал фармакологический путь. Ну и в завершение отмечу, при отмене фармакологии весь возможный результат сразу же вернется на прежний уровень, а может быть даже и ниже. Это так называемый откат. Кроме того, вы станете счастливым обладателем множества негативных побочных эффектов. Но не буду сильно затягивать, это будет темами следующих видео. Кстати, у меня уже есть одно видео, как выбрать тренера, а именно, должен ли тренер постоянно иметь качественное тело и о чем свидетельствуют травмы, от которых он никак не может избавиться. Подсказка будет в конце видео и в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь и комментируйте. Если же у вас возникли какие-либо вопросы по тренировкам или питанию, пишите в комментариях. Ответ обязательно будет в следующих видео. Также предлагаю платные услуги. Программы питания с рассчитанной калорийностью и распределением белков, жиров и углеводов, согласно указанных вами продуктов, в том числе конкретных производителей. Также программы тренировок, персональные тренировки и онлайн-сопровождение. Лично моя цель – вечная молодость, всегда качественное тело с умеренными силовыми показателями, без травм, без голода, без жажды, без диуретиков и, естественно, без какой-либо фармакологии. Пишите в соцсети, ссылки в описании.